Заходим, дверь открываем, там тараканы по полу ползут. На стенку смотрим, там обои отваливаются. А там крыса дохлая из стенки торчит. Клопы какие-нибудь постельные, которых сразу не видно. А там 10 дохлых голубей. И запах прям, я не знаю, как это в морге, наверное, так пахнет. Все в крови еще бывает. Вот это другое дело, вот это я понимаю, вот это аплодисменты в мою честь. Ну что, здравствуйте в очередной раз, дорогие друзья и подруги. Сегодня у нас с вами очередная встреча и будет ответ на животрепещущий вопрос, который задают чаще всего наши клиенты. Как продать квартиру быстро и дорого? Петрович, закрой дверь. Ну что это тут там ходит? Сразу вам скажу, если вдруг у вас есть какие-то знакомые, которые в данный момент продают квартиру, обязательно поделитесь с ними этим видео. Если вы еще сами не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь прямо сейчас. Потому что в конце этого видео я вам расскажу, кто в действительности виноват в том, что вы по каким-то причинам, ну хотя причина одна, что вы по каким-то причинам не можете продать квартиру быстро и дорого. Но давайте сначала все по пунктам. Для того, чтобы продать квартиру быстро и дорого, вот меня тоже все время спрашивают, Степан, вот что надо сделать для того, чтобы квартира быстро и дорого ушла? Да очень просто все. Все элементарно. Для начала, первый и самый важный шаг. Квартиру надо хорошенечко подготовить для продажи. Что это значит? Ну, допустим, если у вас квартира просто, я не знаю, как свинарник выглядит, но невозможно же ее продавать. Надо свой свинарник убрать. Помыть полы, почистить ванну, унитаз. Потом сделать хотя бы какой-то косметический ремонт. Ну или хотя бы просто влажную уборку. Потому что если мы заходим, вот мы помним с Петровичем ходили в квартиру, заходим, дверь открываем, там тараканы по полу ползут. На стенку смотрим, там обои отваливаются. Заходим на кухню, там шпроты недоеденные на столе. Кто-то оставил там бычки уже захабаренные. Думаю, хотя бы одна комната есть нормальная. Заходим в зал, а там мужик какой-то спит. Я спрашиваю, кто это такой вообще? Мне хозяйка говорит, ну это у меня брат приехал из Хабаровска, тут и переночевать его негде. От него перегаром несет на 3 метра. Ну что это, нормально что ли? Как такую квартиру вообще продавать можно? Да никто никогда такую квартиру у вас не купит. Дорого. Торговаться сразу будут сказать, ну что у вас тут ремонтик нужен, это надо, то надо. И все, и никакого товарного вида нет. Поэтому квартиру, прежде чем продавать, обязательно подготовьте. Ну и сами морально тоже подготовьтесь, потому что вы все-таки будете расставаться с тем, на что копили полжизни. Вот, что у нас тут? Все, кстати, записано. Себе все записал. Подготовить квартиру. Полы, ванна, сказал, стены, тараканы. Кстати, вся живность, не только тараканы, бывают еще клопы какие-нибудь постельные, которых сразу не видно. Но вы о них знаете, не вздумайте даже этих клопов оставлять, потому что все равно, если люди купят у вас квартиру, а клопы там останутся, то у них будет повод расторгнуть с вами договор. Знайте об этом. Итак, идем дальше. Если в квартире, которую вы продаете, никто не живет, ну, осталась, допустим, у вас квартира там, от какого-то родственника, там, от бабушки или просто по наследству перешла, и вы в ней не живете, но вы хотите ее продать. Убедитесь, что в этой квартире, пока вас там нет, ничего не происходит. Был случай, вот мы с Петровичем недавно столкнулись с такой историей. Заходим в квартиру, а там никто, ну там реально никто не живет. Заходим в квартиру, показываем. Женщина пришла, такая, ой, мне так нравится эта квартира, здорово, и соседи тихие. Ну, конечно, там кладбище за углом. Куда уж тише-то. Все понравилось, говорит, здорово, такой 4-й этаж, зеленый двор, все, тишина, покой, окна во двор. Великолепно. Заходим в последнюю комнату, а там крыса дохлая из стенки торчит. А знаете, как было? Хозяева забыли крысу. Домашнюю, ну она в клетке сидела, они ее просто забыли. Квартиру освободили, крысу забыли. Бедное животное, она прогрызла несколько прутьев металлических,
вылезла в квартиру, а там же ничего нет. Есть-то нечего. Она хотела как-то оттуда выбраться. Прогрызла пол, стенку тоже прогрызла. Хотела туда выйти. И застряла. Сдохла и засохла. Представляете? Вот такая история. Мы с Петровичем потом эту крысу отскребали полдня. А квартиру так и не продали, между прочим. Поэтому будьте внимательны. Убедитесь, что все с вашей квартирой, в которой вы не живете, в порядке. Еще была история. Тоже продавали квартиру, в ней тоже никто не жил. Нашли покупателя, аж целых 2 покупателей. И те, и другие были готовы внести залог. И что вы думаете? Устроили второй показ. Мы приходим, а балкон не открывали. Ну так получилось, что балкон вроде как был, но его никто не открывал. Открываем балкон, а там 10 дохлых голубей. И запах прям, я не знаю, как это в морге, наверное, так пахнет. Ну, естественно, все, у всех шок. У Петровича вообще там 2 суток лежал, потом отходил после такого просмотра. Представляете, бедный Петрович. Пришлось голубей тоже отскребать с балкона. Поэтому имейте в виду, если вдруг никто не живет, проверяйте квартиру каждый день. Мало ли там что может случиться. Может, и вообще там кто-то живет. Может, вообще там вы не живете, да кто-то другой живет. Ну, как-нибудь там, если первый этаж, например, какие-нибудь взяли, забрались и потихонечку живут, пока никто не видит. Если вы продаете квартиру, и если вы женщина, имейте в виду, в ванной нужно навести порядок. Потому что у женщин там всякие шампуни, бальзамоополаскиватели, мыло, одно, то, все, вот эти колбочки, баночки, там вся ванна заставлена, там вообще даже вот зайти невозможно туда, даже под ногами это все валяется. Вот это все надо убрать и оставить только все самое необходимое. Чтобы это такое тоже бывает, заходим, а там все в крови еще бывает. Муж с охоты вернулся, лося убил. Еще раз, в 2 словах. Для того, чтобы квартиру продать дорого и быстро, надо ее хорошенечко подготовить. Полы помыть, обои переклеить, ванну протереть, окна тоже привести в порядок. Вывести всю живность, которая вам не нужна. Клопы, мыши, тараканы, крысы, чтобы никого не было, чтобы даже повода не было на что-то обратить внимание, чтобы у человека, который придет смотреть вашу квартиру, не было даже повода понизить цену. Второй момент. Квартиру вы подготовили. Все. Объект недвижимости у нас есть. Теперь нужно подготовить к продаже вот этой самой квартиры ваших родственников, а также домашних животных. Ну, например, вы продаете квартиру вашей бабушки или вашего дедушки, а они даже не знают, что вы ее продаете. Представляете, такие внучары такие, нормальные, да? Продают, а бабушки даже не сказали, что они квартиру продают. А иногда, знаете, бывает так, что прямо с бабушкой и продают эту квартиру. Жуть, просто жуть. Также надо подготовить домашних животных. Потому что у нас был случай, вот мы тоже, опять-таки, с Петровичем ходили показывать квартиру. Хорошая квартира вообще, прекрасная квартира. Но был один маленький казус. Там у хозяина кот, знаете, такой кот, этот лысый, как этот, сфинкс. Что такое-то сфинкс? Этот кот, как увидел наших посмотрельцев, ну, клиентов наших, которые пришли, кот разнервничался, распереживался. Его вырвало прямо на ковер. Представляете, прямо у нас на глазах он сидит на этом, на диване, там ковер, и все. Естественно, никто такую квартиру, ну, впечатление, сами понимаете, такое неприятное. Квартиру не стали покупать. А знаете, покупатели у нас еще бывают суеверные. И подумали, вот, кошка блюет, значит, это плохая примета. Значит, эту квартиру брать не надо. Все, не взяли. Вот такие у нас люди. А еще бывает так, что продаете квартиру вашей бабушки, приводите покупателя смотреть квартиру. Бабушку не предупредили, что покупатель придет. А она спит. Покупатель заходит, смотрит, на диване человек лежит и не двигается. Вот что ему надо думать? Первая мысль какая? А может быть, она уже там и не дышит. Так что думайте головой, прежде чем делать такие вещи. Обязательно. Всех бабушек, всех дедушек разбудили, предупредили, успокоили. Будет показ, придут люди, будут смотреть, задавать вопросы. Все. Все спокойны, спокойно показываем, продаем дорого и быстро. Итак, мы с вами подготовили квартиру, предупредили всех
наших родственников и подготовили наших домашних животных, теперь нужно сделать объявление. И объявление должно быть хорошее, которое продает, продающее объявление. А для того, чтобы оно было таким, нужно сделать минимум 10 хороших, профессиональных, не вертикальных вот таких вот тоненьких, маленьких, высоких фотографий, а горизонтальных, нормальных, хороших фотографий. Профессиональных, я подчеркиваю. Не дядя Петя должен приходить к вам из соседней парадной, фотографировать на мыльницу, а вы должны сделать это либо на хороший зеркальный фотоаппарат, либо пригласить нормального фотографа. Вот тогда у вас будут действительно хорошие фотографии, которые будут показывать объем вашей квартиры. Даже если она, возможно, не в очень хорошем состоянии и требует ремонта, профессиональные фотографии вас выручат. После того, как сделали фотографии, в нашем объявлении надо написать описание. Это тоже очень важно. Не 3 слова, знаете, как пишут там. Я даже вот записал себе. Продаю хорошую квартиру. Это что такое? Это вот это продаю хорошую квартиру. Вы хорошую квартиру так никогда не продадите. Без ошибок написать не менее 1000 символов и описать ее так, чтобы у покупателя потенциального просто слюна потекла, чтобы он захотел эту квартиру купить тут же, чтобы даже почку захотел продать, чтобы ее купить, если у него денег не хватает. Или потреб взять, записать на бабушку. Так что думайте тоже головой. Хорошенечко, прежде чем написать описание. Описание должно достоинства описание должно отражать все достоинства вашей квартиры. Понимаете, вот все достоинства. А любой недостаток нужно переводить как раз таки в достоинство. Минус превращать в плюс. Ну, например, если у вас живут тараканы, значит хорошая экология, значит просто все очень хорошо развивается. Прекрасно. Есть где жить, и воздух, и так далее, и тому подобное. Если, например, у вас мыши или крысы, ну, это значит, что в данной квартире живут хорошие люди. Значит, животные тянутся к хорошим людям, значит, хорошая аура у квартиры. Это тоже большой плюс. А так как у нас суеверные люди, очень суеверные, поверьте, это будет огромным плюсом. От объявления вообще должны наворачиваться слезы счастья на глазах. И у вас в том числе. И не только у тех, кто читает это объявление на сайтах. Идем дальше. Составили объявление, сделали фотографии, написали описание, цену поставили такую, как посоветовали вам ваши родственники. Я вам скажу честно, ну никто лучше ваших родственников не знает, какая должна быть цена. Потому что только тетя Зина, которая 6 лет назад дяде Паше помогала продавать квартиру, знает, сколько может стоить ваша квартира в данный момент. Ну, у нее опыт есть. Она видит все насквозь, у нее чуйка. Она прямо как Ванга вангует и попадает в цель. Поэтому слушайте ее внимательно и делайте то, что она говорит. В общем, с ценой разобрались. Цена, фотографии, описание. Выставили объявление, опубликовали его и ждем. Но, я вам скажу сразу, будьте готовы к тому, что первые недели 2, а то и 3, вам будут звонить только агенты, риэлторы. Они будут звонить, спрашивать, как у вас дела, не хотели бы вы с ними посотрудничать, за небольшую комиссию, может быть, за договор и так далее и тому подобное. Ну, их будет очень много. Вот правда, поверьте мне, очень просто бесчисленное количество. Нет, ну так если посчитать, ну человек 40 позвонит по статистике. Я вам не рекомендую всех их посылать. Нет, можно пообщаться с одним, пообщаться с другим, пригласить третьего в гости, посмотреть квартиру. Четвертого попросить сделать фотографии, если, может быть, у вас не получилось, а он сделает лучше, с профессиональным фотографом. Почему нет? Нужно брать от этой ситуации по максимуму, брать от жизни все. Когда у вас будет полное понимание того, сколько ваша квартира стоит, ну они же вам расскажут, сколько ваша квартира может стоить. На самом деле они вас будут обманывать, они будут все время пытаться понизить цену, но вы их не слушаете. Вы слушаете, но не слушайте, не делайте так, как они говорят. Слушайте тетю Зину. Помните, тетя Зина спец. Так вот, у вас будет полная картина по вашей квартире, вы будете все понимать и, в принципе, можете позволить этим же самым агентам-риэлторам, вот каждому из 40 сказать: ребята, берите,
делайте фотографии, выставляйте 40 объявлений нашей квартиры, мы же хотим дорого и быстро. Накидывайте сверху комиссию и продавайте. Кто первый, того и тапки, тому комиссию мы и заплатим. А что, плохо что ли? Кто-то заработает на вашей квартире, а вы быстро и дорого ее продадите. Только не забудьте сказать им каждому, что у вас цена такая и ни копейкой ниже. Торг только вверх. И все. И дальше можно работать. И точно это увеличит ваши шансы на то, чтобы продать быстро и дорого, так как вы хотели. Потому что квартира, друзья мои, она как хорошее вино. С годами становится только выдержаннее и дороже. Вы знаете, а вот этот вот запах жизни, настоянный годами, гурманы, поверьте мне, я знаю, о чем я говорю, гурманы такую квартиру ни за что не пропустят. Придут, посмотрят, потрогают, понюхают и точно купят, сразу внесут залог. У нас такое на практике бывает часто. Приходят такие: о, здорово, какая прекрасная квартира, берем, наша, без торга, даже сверху накидывают, говорят, давайте сразу, чтобы наша только была. Поэтому это все работает. Но, знаете, друзья мои, даже на солнце бывают пятна. Случается так, что вы вроде все сделали правильно. Со всеми посоветовались. Со всеми агентами как-то начали работать. И цена хорошая. И квартира прекрасная. И фотографии отличные. И описание объемное, большое, вкусное. А квартира быстро и дорого не продается. Вот что делать в такой ситуации? Что делать, Степан? Спрашивают меня мои клиенты. Что? Я отвечу вам на этот вопрос. Скажу вам по просто великому секрету. Только никому не говорите. Никому. Никому. Ни в коем случае. Только вам. Для наших подписчиков. Дело в том, что в каждом районе города, но об этом никто не знает, в каждом районе города есть свой специальный отдел, который курирует продажу частной собственности, то есть квартир. Что можно сделать? Можно аккуратно зайти в этот отдел и занести им кое-что, чтобы быстрее продать. Ну, если вы стесняетесь или боитесь, что вас там кто-то заметит, можно сделать это через нас. Мы тоже общаемся со всеми отделами. И, соответственно, можем как-то вам посодействовать в этом вопросе. Но если даже после того, как вы занесли в спецотдел энную сумму, у вас ничего не получается, то, друзья мои, скорее всего, там же в спецотделе все уже указано, все занесено, все записано. Скорее всего, вы просто человек, возможно, хитрый, возможно, человек, который живет по выгоде, пытается все время обмануть ближнего своего. Ну и вообще, знаете, такой человек ненадежный. А такие люди, там тоже списки есть специальные в этом спецотделе, такие люди обычно быстро не продают квартиры, а иногда вообще не продают. Ну, то есть просто им не дают разрешения на продажу и все. Ну, естественно, это не официально все, ну, там просто крестик ставят на этом человеке и он ничего не продает. И сам, к сожалению, даже об этом не знает. Но это я вам не говорил, это я так между нами. Но бывает еще одна ситуация, когда вы, прекрасный, широкой души человек, сделали все правильно. У вас все по плану. И в спецотдел сходили, и объявления прекрасные сделали. И вроде покупатели есть, но никто не берет. Кто виноват в этом? Ответ один. Ваши соседи. Потому что именно ваши соседи выставили свою квартиру дешевле. Что делать в такой ситуации? Выход только один. Нужно сесть на берегу реки и ждать, пока сосед продаст свое бунгало. Подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Обязательно поделитесь этим видео с друзьями, кто продает квартиру. Да даже тем, кто не продает, это видео будет полезно. Ну, конечно, ставьте лайки, оставляйте комментарии
под этим видео. Задавайте вопросы, если что-то было непонятно. Мы обязательно ответим, разъясним. Ну и, конечно, посоветуем, что делать в той или иной ситуации. Пока-пока. Юпитер Стар.